Самое жуткое в Кремле не стены, не башня, а то, что у вас под ногами. Прямо там, где сейчас ходят люди, есть дверь. Ее замуровали специально. Строители наткнулись на нее через 300 лет, случайно. А потом, когда они рассказывали, у них дрожал голос. Не от страха, от холода, не подвального, другого, а тишины, такой, будто внутри кто-то есть. И этот кто-то ждет. За той дверью прятали книги, целую библиотеку, самую большую, какую видел этот город. Но закопал ее, как многие думают, не Иван Грозный. Он только спрятал глубже то, что досталось ему от бабушки. Если такие истории вас затягивают, подпишитесь, дальше будет только интереснее. Эту дверь искали 500 лет. 5 раз подходили вплотную, ни разу не дошли. Саму библиотеку до сих пор не нашли, но то, что нашли вместо нее, я сейчас вам покажу. А вот во что верить, решайте сами. Но чтобы понять, что вообще могло лежать за этой дверью, нужно вернуться немного назад. Все началось с бабушки Ивана, Софьи. Она приехала в Москву из Константинополя, из города, который только что сгорел, и привезла с собой то, что успела спасти – повозки книг, труды, которые Европа считала утерянными. Целая цивилизация исчезла у нее на глазах. А она вывозила ее на телегах, как будто спасала не книги, а последних выживших. Библиотека была настоящей. И тут же встает другой вопрос. Где она сейчас? Я долго не понимала, зачем Иван вообще спрятал книги под землей. Потом стала читать про его детство, и вот что я поняла. Мать по одной из версий отравили. Ему было 8. Кругом заговоры. Придворные, которые улыбались в лицо, могли вонзить тебе в спину кинжал в любой момент. Говорят, бояре при живом наследнике делили дворец так, будто его вовсе не существовало. Иван вырос в мире, где предательство было нормой, а не исключением. А человек, выросший в таком мире, редко делает то, что от него ожидают. В 1570 году, поверив одному доносу, он сжег Новгород, целый город без суда. Не потому, что был чудовищем без причины, а потому, что для него любое подозрение уже было доказательством. И если он был готов на это ради одного доноса, что он сделал бы ради тайны, которая стоила дороже целого города? Но если он никому не верил, тогда откуда мы вообще знаем, что происходило дальше в этом подземелье? А вот тут начинается самое интересное. Был один человек, который увидел эти книги своими глазами. И это единственная причина, почему нам вообще есть что вам рассказать. Итак, перед вами открывают сундуки, свет свечи, пыль, которая оседала веками. Внутри книги на языке, который в Москве уже почти никто не понимает. Руки дрожат, когда переворачиваешь страницу, которую до тебя не трогал никто. Потому что ты первый за много десятилетий, кто вообще способен это прочитать. Это был Максим, ученый-монах с Афона, приглашенный еще при отце Ивана разобрать собрание, которое во дворце уже никто не мог прочесть. Он работал несколько лет, а потом суд, обвинение в ереси, монастырь, из которого он не вышел до самой смерти. Официальная причина – ошибки в переводах. Но есть версия, в которую верю я. Человек, который мог рассказать миру, что лежало в тех сундуках, просто исчез. Совпадение это или нет, решайте сами. Прямых доказательств нет. Дальше Москва не раз горит почти дотла. Деревянный город тех лет горел не как исключение, а как часть жизни. Иван зовет итальянцев, тех самых, что строили кремлевские стены, и приказывает уйти под землю. Именно туда он и прячет библиотеку. И с этого момента тишина. Больше ее никто не видел. По легенде, внутри забытые труды римлян и греков, целиком, не обрывки. Недостающие книги Тита Ливия, речи Цицерона, которых не сохранилось больше нигде в мире. И один, все-таки единственный свидетель был немецкий пастор, которого однажды привели вниз и попросили перевести хоть строчку. Он не смог. Язык оказался древнее всего, что он держал в руках. Больше эту дверь при нем не открывали.
Это легенда, не документ, но если это правда, под Москвой прямо сейчас может лежать крупнейшее собрание античности на планете. Вы просто подумайте, какой масштаб. В 1584 году царь умер, и вместе с ним ушло главное. Он один знал, где вход, и, судя по всему, не доверил это даже перед смертью никому. Проходит больше 100 лет, на троне Петр I, в Кремле служит пономарь Конан Осипов. Первый, кто оставил настоящий след. Ему рассказали под Таницкой башней и угловой Арсенальной ходы, полные сундуков. Осенью 1718 года он находит вход. Своды начинают трещать. Пламя свечей мечется, люди рядом крестятся и пятятся назад. Работы сворачивают, слишком опасно. 6 лет он добивался своего и получает указ от самого Петра, человека, который в сказки не верил в принципе. На этот раз угловая Арсенальная. Проход затоплен ключевой водой. Осипов идет через него метр за метром, по пояс в холодной воде, и упирается в стену. Взламывает ее, за ней арка, а за аркой вход, прямо в Александрийский сад. И что делают с этой находкой? Не изучают, замуровывают в тот же день. Я много раз перечитывала это место в архивах и до сих пор не понимаю, зачем сразу же прятать то, что только что нашли. Библиотеки там не было, но вот что мы знаем 100%, что под Кремлем настоящие лабиринты. Потом искали еще не раз. Наполеон, у которого попросту не хватило времени. Армия уже отступала, а позади разгоралась война. Немецкий историк, который 80 лет спустя поднял архивы переводчиков Грозного и вычислил не слух, а точный адрес. Теремной дворец, комнаты под царскими покоями. И снова пусто каждый раз. А теперь самое удивительное, то, что поразило меня сильнее всех. В 30-е годы советская власть, она презирала всякую мистику, вдруг пускает археолога Стелецкого копать под самой резиденцией Сталина. Он спускался туда, куда после Петра не спускался никто, один с фонарем в темноте, где даже эхо звучало иначе. Он находит ходы, ведет дневники. В одном из них запись про ту же стену, что и при Петре, сложена позже остальных. Кто-то и здесь не хотел, чтобы дошли до конца. А потом раскопки сворачивают резко и без объяснений. Архивы захлопывают. Стелецкий до самой смерти пишет письма, просится обратно, но ему отказывают всегда. Что он там нашел, я не знаю, но он плакал, когда ему запретили спускаться снова. Взрослый ученый. И плакал. И сегодня мы все еще не знаем, что там. У нас есть георадары, и инженеры прямо говорят, под землей километры пустот, которые не прошел до конца никто. Мы знаем, что они там, и нам туда не войти. Кремль, не заброшенные катакомбы – это резиденция главы государства прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Иногда я думаю, сколько еще таких дверей просто ждут, когда кто-то наберется смелости постучать в стену. Немецкий пастор, которого не пустили обратно, пономарь при Петре, Наполеон, немецкий историк, советский археолог. 5 человек в 5 разных веках спустились в одну и ту же темноту. И каждого что-то остановило на самом пороге. Один пожар – это пожар, одна война – это война. Но 5 раз подряд за 500 лет и каждый раз останавливало что-то свое, как будто причины меняются, а результата нет. Для меня это уже не невезение, это мое мнение, не доказательный факт. Решать вам. Я не знаю, что там внизу, но каждый раз, когда я представляю эту дверь под Кремлем, мне становится не по себе. Наверное, самое удивительное в этой истории даже не то, что библиотеку так и не нашли, а то, что спустя 500 лет люди все еще готовы искать дверь, которой, возможно, даже не существует. И, может быть, это говорит о нас больше, чем о самой библиотеке. Мы просто не умеем оставлять тайны в покое. Та дверь, о которой я рассказала в начале, все еще где-то там, прямо под ногами у тех, кто сегодня проходит по Кремлю. Если бы прятала я ее, я бы не оставила ни одной подсказки. А вы?
Искали бы или оставили в покое? Напишите свои мысли в комментариях, мне правда интересно. Про Кремль у меня есть еще одна история. Про мавзолей и тело, которое оттуда так и не вынесли. Жуткая история, правда. Ссылка появится вот здесь, либо в описании к этому видео, либо я закреплю ссылку в комментариях. Друзья, поставьте лайк, если досмотрели, и сохраните это видео. Вернетесь к нему в следующий раз, когда пройдете вдоль Кремлевской стены. Оно, кстати, есть и на Рутубе, и в нашем сообществе ВКонтакте. Смотрите там, где вам удобнее. С вами был канал «Великолепная история» и его ведущая Кира Котова. Я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока.